Глава 1546. Изготовление таблетки с помощью пламени. Погладив метку какое-то время пальцем, на лице Ханьли появилось задумчивое выражение, и он принял еще несколько видов таблеток. Его очень интересовала божественная таблетка палящего солнца, и женщина сказала, что буквально чудо-таблетка, которая может чуть ли не воскресить человека из мертвых, но он определенно не собирался возлагать на нее все свои надежды. Вскоре после этого он закрыл глаза и снова вошел в медитативное состояние. 2 днями позже издалека прилетело белое облако, на котором были верховная жрица и ее дочь Чжуэр. У молодой женщины за спиной по-прежнему были лук и стрелы, а ее мать держала в руках алую нефритовую коробку. Спустя несколько мгновений они обе появились в воздухе над двором, в котором остановился Ханьли. Он здесь остановился. Похоже, он установил ограничение. Похоже, он нам не доверяет. Чжуэр с любопытством посмотрела вниз на деревянные хижины внизу, а затем холодно хмыкнул при виде хижины, окутанной белым светом. Господин Хан сейчас находится в очень уязвимом состоянии, и он не очень хорошо с нами знаком, поэтому неудивительно, что он принял такие меры. На самом деле, было бы довольно странно, если бы он не установил никаких ограничений, жрица усмехнулась в ответ. Таким образом, обе они медленно спустились вниз на белом облаке. «Старший Хань, я принесла с собой божественную таблетку палящего солнца и хочу попросить у вас аудиенции», — крикнула женщина, протягивая поклон в сторону деревянной хижины. «Понятно. Мне все еще немного неудобно передвигаться, поэтому, пожалуйста, войдите и простите меня за то, что я не поприветствовал вас лично, госпожа Хо», — из хижины раздался равнодушный мужской голос. Как только его голос затих, засветился белый световой барьер и исчез, и одновременно с этим дверь хижины открылась. Женщина без колебаний вошла в комнату вместе с дочерью. Как только женщина вошла в комнату, на ее лице появился намек на удивление. На деревянной кровати в комнате рядом друг с другом сидели 2 Ханьли, один из которых оценивал их с улыбкой, а у другого были закрыты глаза, с равнодушным выражением на лице. Молодая женщина также слегка дрогнула, увидев 2 Ханьли. «Пожалуйста, присаживайтесь. Могу я спросить, кто это?» Ханьли с открытыми глазами указал на стулья в комнате, а затем повернулся к молодой женщине с озадаченным взглядом. «Это моя дочь, Бай Чжуэр. Она культивировала в другом месте и только недавно вернулась на остров», — почтительно сказала женщина, и ее сердце содрогнулось от потрясения, направив свое духовное чутье на сразу 2 Ханьлис. Один из Ханьли обладал чрезвычайно слабой аурой, в то время как другой имел более мощную ауру, но она не смогла определить ничей уровень культивации. Вдобавок, они оба были полностью идентичны внешне и одежде, женщина почувствовала себя неуютно. Она слышала о техниках, позволяющих создавать аватаров, но эти техники определенно не предназначались для изучения верховной жрицы такой незначительной расы, как она. Однако одно только это подтвердило ей, что Ханьли действительно обладал непостижимыми способностями. Поэтому она не собиралась позволять проводить дочери тест. Прямо в этот момент молодая женщина вышла вперед и с милой улыбкой поклонилась Ханьли со словами: «Я слышала от мамы, что к нам прибыл старший из высшей расы, поэтому я захотела встретиться с вами. Надеюсь, вы не против, старший?» «Вовсе нет. Я должен поздравить вашу дочь с ее великолепным уровнем культивации в таком юном возрасте», — госпожа Хо с улыбкой похвалил Ханьли. «Вы слишком добры, старший. Уровень культивации моей дочери далек от вашего. Кстати, что вы скажете по поводу вашего временного жилища? Если оно вам не по вкусу, я организую для вас другое жилье», — с улыбкой ответила женщина. «В этом нет нужды, здесь довольно обильная духовная ци. Божественная таблетка палящего солнца в коробке, что у вас в руках, госпожа Хо?» Заинтересованно спросил Ханьли. «Верно. Эту таблетку достала наша самая первая верховная жрица, когда...» Женщина кивнула с улыбкой и рассказала Ханьли о происхождении этой таблетки. Ханьли был несколько озадачен внезапной потребностью женщины начать длинный рассказ, но он все равно спокойно выслушал ее. Прямо в этот момент в глазах Чжуэр мелькнул странный взгляд, и в одной из ее рук появился зеленый лист, а другой она сделала печать заклинания. Обе руки были спрятаны у нее в рукаве, поэтому ее действия были довольно осторожными. Вспышка невидимого духовного чутья немедленно хлынула на 2 Ханьли, и они оба отреагировали совершенно по-разному. Ханьли с закрытыми глазами остался неподвижно сидеть на кровати, как будто он даже не заметил, что происходит. Однако, когда духовное чутье молодой женщины коснулось его тела, она почувствовала, словно это был неодушевленный объект без малейшего намека на колебания духовной ци. Это, естественно, озадачило девушку. Такая ситуация не возникла бы, если бы Ханьли не владел невероятной секретной техникой, которая могла бы полностью скрыть его духовное чутье, или он действительно был бы просто мертвым телом.
Прежде чем она успела понять, что происходит, она резко изменилась в лице и резко открыла рот от удивления, а лицо стало смертельно бледным. Когда ее духовное чутье обрушилось на тело другого Ханьли, она почувствовала, словно оно погрузилось в огромный водоворот, и все духовное чутье в ее теле неистово хлынуло на этого Ханьли. От такого поворота событий она, естественно, встревожилась и поспешно оказалась использования своей секретной техники, пытаясь изо всех сил восстановить свое духовное чутье. К ее удивлению, ее духовное чутье с легкостью восстановилось без каких-либо препятствий, что позволило ей предотвратить то, что она считала необратимым кризисом. Прямо в этот момент Хань Ли бросил на нее взгляд с намеком на улыбку на лице, продолжая разговаривать с ее матерью. Молодая женщина была удивлена этим и совершенно растерялась. Женщина, похоже, не заметила, что только что произошло, и продолжила рассказывать свойства божественной таблетки палящего солнца, а затем передала ему алую нефритовую коробку. Хань Ли вернулся к своему обычному выражению лица и, поблагодарив, принял коробку. После этого женщина попрощалась с Хань Ли и вышла из комнаты со своей дочерью, которая все еще не оправилась от шока и ужаса. После того, как две женщины ушли, Хань Ли, сидевший на кровати с закрытыми глазами, внезапно открыл глаза и спросил, почему ты решил напугать эту девушку без всякой причины. Говоря это, он взмахнул рукой, и вся деревянная хижина снова была окутана белым световым барьером. «Мастер, эта наглая маленькая девочка на стадии формирования ядра осмелилась попытаться проверить ваше духовное чутье. Естественно, я должен был преподать ей урок», — усмехнулся другой Хань Ли в ответ. Сразу после этого из его тела вспыхнул черный свет и тут сжался, превратившись в маленькую черную обезьяну. Затем обезьяна прыгнула на плечо Хань Ли и ласково протянула ему нефритовую шкатулку. Хань Ли просто покачал головой с улыбкой и, не говоря ни слова, принимая нефритовую шкатулку. С тех пор, как зверь плачущей души достиг разума в высшем небесном городе и впитал все знания Хань Ли, становилось все труднее отличить его от настоящего Хань Ли, когда он принимал его внешний вид. Открыв нефритовую коробку, к Хань Ли пронеслась полоса красного света. Комнату окутала палящая аура, от которой он почувствовал себя так, как будто его бросили в печь. Однако Хань Ли не только не встревожился этим событием, но и на его лице, оценивая малиновую бусину размером с большой палец, появилось приподнятое выражение. Итак, это божественная таблетка палящего солнца. Это действительно очень интересно, пробормотал Хань Ли и неторопливо протянул два пальца к нефритовой коробке. В тот момент, когда его пальцы начали приближаться к бусинке, из нее внезапно вырвался шар малинового пламени, который немедленно охватил всю его руку. Если бы Хань Ли был обычным культиватором, он, скорее всего, получил бы тяжелые ожоги от этого. Однако с нынешним могущественным телом Хань Ли он, естественно, мог полностью игнорировать это пламя. Таким образом, он выдернул пальцами красную бусину из коробки, хотя пламя продолжало бушевать вокруг его руки. Зверь плачущей души сидел на плече Хань Ли, с любопытством рассматривал бусину своими большими черными глазами. Хань Ли долго смотрел на бусину, как вдруг на его лице появилось задумчивое выражение. Согласно тому, что только что сказала ему женщина, сила элемента огня в этой таблетке была чрезвычайно нестабильной. Таким образом, ее употребление требовало множества сложных шагов, и любое небольшое отклонение могло привести к дальнейшему ущербу для его тела из-за ответной реакции таблетки, тем самым достигнув эффекта, противоположного намеченному. Следовательно, перед употреблением лучше всего было использовать большое количество ледяных таблеток лекарств, чтобы свести на нет силу элемента огня таблетки. Однако он чувствовал, что таблетка действительно содержит необычайную силу элемента огня, и было бы напрасной тратой ее аннулировать и растратить. Помня об этом, Хань Ли открыл рот и выплюнул серебряный огненный шар. Это был никто иной, как его поглотивший небесное пламя огненный дух. Огненный шар превратился в серебряного огненного ворона размером с кулак, а затем сделал несколько кругов вокруг Хань Ли. Хань Ли приподнял бровь и подбросил малиновую бусину в руке вверх, а серебряный огненный ворон заклокотал и набросился на бусину. В следующее мгновение серебряное пламя полностью охватило божественную таблетку. Тем временем женщина и ее дочь были уже в нескольких десятках километров, летя на своем белом облаке. Внезапно вспыхнул белый свет, и облако немного замедлилось. «Чжуэр, ты в порядке?» — спросила женщина. «Я в порядке, мама». Я просто испугалась. Молодая женщина все еще была явно ошеломлена, но в ответ заставила себя улыбнуться. «Я рада, что с тобой все в порядке. Похоже, этот мистер Хань действительно невероятно могущественное существо». В этом случае было не напрасно дать ему божественную таблетку палящего солнца, сказала женщина с облегчением. Я не смогла обнаружить ничего особенного, но он действительно кажется весьма могущественным. Что мы будем делать с твоей потерянной продолжительностью жизни, мама? Грустно спросила молодая женщина. Хе-хе, как верховная жрица нашей расы, мой долг — защищать расу в меру моих способностей.
Наша раса смогла просуществовать только до тех пор, пока предыдущие жрицы до меня также выполняли свои обязанности. Оглядываясь назад, можно сказать, сколько из наших прошлых жриц на самом деле умерло от старости. Хватит об этой удручающей теме. Будем надеяться, что мистер Хайн сможет поглотить силу божественной таблетки как можно быстрее, чтобы дать нам взаймы свою помощь, сказала женщина с беспечной улыбкой. Но слезы навернулись на глаза молодой женщины, и она все еще хотела что-то сказать. Однако женщина не хотела больше продолжать этот разговор и взмахнула рукой, заставив белое облако под ногами подняться и окутать их обеих. Сразу после этого белое облако превратилось в шар белого света, который пронесся по воздуху и быстро исчез вдали. Глава 1547. Звери в черных доспехах. После того, как две женщины вышли из деревянной хижины, ее двери оставались закрытыми в течение 10 дней подряд. За это время оборона на острове Огненного облака была значительно усилена. Все змеиные существа не только больше не путешествовали на другие острова, чтобы охотиться и собирать материалы, но и вся раса отступила в земляной город, и были активированы все основные ограничения, несмотря на огромную растрату духовных камней, которая последовала за этим. Раньше земляные городские стены выглядели чрезвычайно хрупкими и уязвимыми, но теперь они были окутаны 3 слоями светового барьера — малиновым, желтым и зеленым соответственно. В городе также было несколько тысяч элитных змеиных воинов, которые были хорошо вооружены и обеспечивали постоянное патрулирование города. В то же время все жрецы огненной янской расы собрались вместе и начали подготовку к предстоящей битве во главе со своей верховной жрицей и ее дочерью. Дворец, в котором они находились, также был окутан слоем пятицветного светового барьера, источником которого было не что иное, как коническое сокровище в центре площади. Обычные змеиные существа в земляном городе также получили инструкции от вышестоящего начальства, в которых говорилось, чтобы они без особой необходимости не выходили на улицу. В результате над земляным городом, естественно, воцарилась напряженная и гнетущая атмосфера. В тот день, пока жрецы медитировали во дворце, через ограничения снаружи раздался голос и прозвучал прямо в зале, в котором они находились. «Госпожа Хо, я уже усвоил таблетку и вышел из уединения. Пожалуйста, снимите ограничения и позвольте мне войти». Голос принадлежал Ханьле. Все жрицы в белых одеждах взволновались, услышав это, в то время как на лице женщины появилось радостное выражение. Естественно, она волновалась, что Ханьле нарушит свое обещание и уйдет, как только выздоровеет. Однако вся раса была в смертельной опасности, и у нее не было другого выбора, кроме как довериться ему. Если дать ему таблетку означало заработать могущественного союзника, тогда как отказ от обещаний означал неминуемую гибель. К счастью, она сделала правильный выбор, и Ханьли не нарушил своего обещания. Таким образом, женщина немедленно перевернула руку с красным мерцающим нефритовым диском с радостным выражением на лице, а затем несколько раз постучала по нему пальцем. Пятицветный световой барьер вокруг дворца вспыхнул, и в нем появилось отверстие, но через несколько мгновений барьер снова закрылся. В течение этого короткого промежутка времени за воротами дворца вспыхнул золотой свет, и, казалось бы, из воздуха появилась человекоподобная фигура, которая неторопливо пробралась во дворец. Фигура была одета в лазурную одежду с обычными чертами лица, но его глаза были особенно яркими и пронзительными. Естественно, это был Ханьле. Его состояние резко улучшилось по сравнению с тем, что было чуть более 10 дней назад, что ясно указывало на то, что божественная таблетка палящего солнца действительно оказалась чрезвычайно эффективной. «Спасибо, что пришли помочь нам, старший. Ваша магическая сила полностью восстановилась», — горячо спросила женщина. Чжуэр все еще неохотно приветствовала его, но встала на ноги с почтительным выражением на лице. Божественная таблетка палящего солнца в самом деле оказалась необычной, но мои травмы были также чрезвычайно серьезными, поэтому я восстановился только до примерно 80% моего пикового состояния. Остальному процессу восстановления нельзя помочь с помощью таблеток, поможет только отдых и восстановление. Однако, если ваши враги не слишком сильны, я смогу протянуть вам руку помощи, ответил Ханьли с улыбкой. Женщина слегка изменилась в лице, услышав то, что Ханьли не полностью выздоровела, но все же сохранила свое приподнятое настроение, услышав уверенное заявление Ханьли. Оказалось, что Ханьли был даже сильнее, чем она предполагала. В противном случае, откуда могла взяться его уверенность, многие из жрецов во дворце уже видели Ханьли раньше, в то время как другие встречались с ним только в первый раз. Таким образом, прибытие Ханьли, естественно, вызвало жаркую, но приглушенную дискуссию между ними. Ханьли проигнорировал прикованные к нему взгляды и сел на стул, который женщина приготовила для него заранее. Поговорив с ней немного, он закрыл глаза и замолчал.
Женщина сурово посмотрела на жрецов в комнате, и все они тут же перестали болтать. Таким образом, весь дворец замолчал. Тем не менее, Хань Ли все еще чувствовал, как одна пара глаз продолжает на него смотреть, и, слегка нахмурившись, резко открыл глаза, встретившись взглядом с Байчжуэр, которая оценивала его с настороженным выражением на лице. Как только их взгляды встретились, в глазах молодой женщины мелькнул ужас, и она поспешно отвела взгляд. Оказалось, что зверь плачущей душа действительно сильно напугал ее во время их предыдущей встречи. На лице Хань Ли мелькнула легкая улыбка, и он снова закрыл глаза и погрузился в глубокие размышления. Сила огненного элемента в божественной таблетке палящего солнца была с легкостью очищена его огненным вороном, и женщина нисколько не преувеличивала ее действия. Хотя она не могла способствовать его мгновенному выздоровлению, но определенно превосходила все восстанавливающие таблетки, которые у него были с собой. Его утраченная эссенция крови и духовное чутье восполнялись с невероятной скоростью, а что касается его магической силы, даже без помощи этой таблетки, около полумесяца было достаточно, чтобы он полностью восстановился. Видя, что таблетка действительно значительно ему помогла, Хань Ли, естественно, не собирался забирать свои слова назад. Он уже достиг стадии пространственного закаливания и обладал многими могущественными способностями. Был хороший шанс, что он сможет сбежать от культиватора интеграции тела, поэтому он, естественно, не боялся врагов огненной янской расы. По совпадению, менее чем через полдня после того, как Хань Ли вышел из уединения, враги наконец прибыли. Земля внутри земляного города внезапно начала сильно грохотать, и казалось, что множество огромных монстров скакали к городу со всех сторон. Жрецы, сидевшие во дворце, поднялись на ноги почти в унисон, и у большинства из них было чрезвычайно встревоженное выражение. Хотя женщина не разглашала никакой информации о расе черных ракшасов, им было совершенно очевидно, что враги, с которыми им предстоит столкнуться в этом случае, были чрезвычайно могущественными. Напротив, женщина оставалась довольно спокойной и лишь слегка нахмурила брови, хотя земля под ее ногами начала дрожать. Не нужно паниковать, мы уже приняли достаточно защитных мер, и наши враги не смогут за короткое время прорвать 3 уровня наших ограничений. Давайте выясним, кто наши враги и сколько пришли сразиться. Женщина сразу оказалась на высоте в качестве предводительницы жрецов, мгновенно успокоив всех своими логическими указаниями. Хань Ли тоже открыл глаза в ответ на это волнение, но его лицо оставалось совершенно невыразительным. В прошлом он участвовал во множестве битв, более значительных, чем это, поэтому событий, разворачивающихся в настоящее время, явно было недостаточно, чтобы его смутить. В этот момент женщина взмахнула рукавом, и в ее руке внезапно появился красный талисман. Затем он взмахнула им в сторону центра дворца. С поверхности талисмана сразу же вспыхнул красный свет, после чего из него вырвался красный шар и исчез в земле. Раздался громкий жужжащий звук, земля вспыхнула красным светом, и появилась малиновая формация, в центре которой непрерывно вздымались языки пламени. Женщина быстро махнула талисманом в воздухе несколько раз, и пламя сошлось, образовав малиновый хрустальный шар диаметром около 10 футов. Полупрозрачная поверхность хрустального шара сверкала ярким светом, а сам шар медленно вращался над центром формации. 8 змеиных существ в белых одеждах внезапно вышли вперед и сели по краям формации. Затем все они начали что-то петь, бросая одну печать заклинания за другой в хрустальный шар. Сразу после этого в центре формации возникло бесчисленное количество огненных пучков, которые сформировали огненных змей толщиной с человеческий палец, извивающихся в хрустальном шаре. Затем произошел удивительный поворот событий. Красный свет внезапно несколько раз сильно вспыхнул от поверхности хрустального шара, после чего в пламени появилось чрезвычайно яркое изображение. Изображение транслировало сцены, разворачивающиеся по всему земляному городу, изображающие группы вооруженных змеиных существ, вздымающихся вверх по городским стенам. Также у городских ворот собирались группы змеиных существ на конях-ящерицах. Среди этих групп было много высокоранговых змеиных существ, которые выкрикивали боевые кличи и инструкции с кровожадностью в глазах. Тысячи змеиных существ собрались в мгновение ока, и Хань Ли смотрел на них с намеком удивления на лице. Функция этого заклинания и хрустального шара была довольно похожа на функции его бусин тысячи драконов, и для него было довольно удивительно, что небольшая раса, такая как огненная янская раса, имела доступ к таким сокровищам. Переключитесь на изображение сцен за городскими стенами. Проинструктировала женщина с мрачным выражением лица. Земля начинала дрожать все сильнее и сильнее, что ясно указывало на то, что эти массивные существа были недалеко от земляного города. 8 змеиных существ в белых одеждах, ответственных за активацию формации, мгновенно наложили новые печати заклинаний, и изображение внутри кристалла размылось, залившись красным светом. Несколько мгновений спустя появилось новое изображение, раскрывающее сцены, разворачивающиеся за городскими стенами. Было уже довольно поздно, поэтому изображение внутри хрустального шара было немного тусклым.
Таким образом, змеиные существа изначально не могли ничего видеть, но все еще продолжали смотреть, затаив дыхание. Только Хань Ли продолжал смотреть с тем же выражением лица, что и раньше. Вскоре земля задрожала сильнее, как вдруг грохочущий шум внезапно стих. Вскоре после этого все змеиные существа в белых одеждах резко вздохнули и одновременно изменились в лицах. В темноте ночи начала появляться серия массивных кровоподобных существ ростом около 80 футов и длиной более 100 футов. Все они были одеты в черные чешуйчатые доспехи, и у каждого на спине был массивный каркас, сопоставимый по размеру с каютами. Эти каюты были заполнены человекоподобными фигурами разной высоты, занимавшие всю спину этих существ. Несмотря на то, что все эти кровоподобные существа были чрезвычайно массивными, в настоящее время они могли приближаться к земляному городу совершенно бесшумно, как у призраков после резкого замедления. Похоже, это звери в черной броне. Те существа, которые едут на этих звери, неужели они, недоверчиво пробормотал одно из одетых в белые одежды змеиных существ. Они не могут быть существами расы черных ракшас. Наша раса Нага давно должна была истребить их всех. Яростно закричал другой змей. Верно, это не могут быть те существа. Совершенно верно, они должны были исчезнуть десятки тысяч лет назад. Все остальные змеиные существа в белых одеждах тут же согласились, по-видимому, в попытке набраться храбрости. Однако, как только эти гигантские коровы вышли из ночи и стали видны человекоподобные фигуры на их спинах, все жрецы замолчали с мрачными выражениями лиц. Глава 1548. Появление врагов. Верхнее тело этих человекоподобных фигур на звериных доспехах принадлежали женщинам с фиолетовой кожей и темно-зелеными глазами. У всех были длинные волосы до плеч, и все они были одеты в черные доспехи, вооруженные всеми видами черного оружия, что резко контрастировало с их великолепными чертами лица. Однако, как только женщины спрыгнули с гигантских коров и обнажили свои полные тела, зрачки Хань Ли резко сузились. Эти женщины обладали нижней частью тела многоножек, даже Хань Ли невольно вздрогнул при виде этих красивых женщин с отвратительной нижней частью тела многоножки. Все эти женщины, казалось, были хорошо обучены, и им удалось выстроиться в строй за считанные секунды. Одно из высокоранговых существ среди них резко шагнуло к земляной стене, и на ее лице внезапно появилась улыбка. Однако это была гротескная улыбка, которая буквально распространялась от уха до уха, обнажая ряды маленьких острых зубов и змеиный раздвоенный язык. То, что всего минуту назад было красивой женщиной, внезапно превратилось в зловещее существо из кошмаров. Более трусливых человек упал бы в обморок, увидев этих существ в первый раз. Хань Ли, естественно, не был таким уж неумелым, но даже он сильно испугался. Женщина и Байджуэр смотрели на них с мрачным выражением лица, в то время как страх проявился в глазах всех присутствующих жрецов. Что с того, что это раса черных ракшасов? Они всего лишь сборище жалких трусов, которым удалось избежать истребления десятки тысяч лет назад благодаря чистой удаче. Наша раса Нага смогла истребить их много лет назад, и теперь мы можем повторить этот подвиг. Две другие расы, должно быть, были уничтожены только потому, что были застигнуты врасплох. Напротив, мы заранее создали достаточную оборону, так что нам нечего бояться, женщина холодно хмыкнула, проводя рукавом к хрустальному шару. Мгновенно вспыхнул красный свет, и вся формация перестала функционировать, после чего изображение, передаваемое хрустальным шаром, также внезапно исчезло. Все остальные змеиные существа в белых одеждах зашевелились, услышав это, и сразу же поклонились, согласно кивнув. После краткой, но воодушевляющей речи женщины все они обрели новое мужество, и страх в их глазах сразу же рассеялся. Хань Ли слегка изменился в лице при виде этого, и на его лице появился намек на многозначительную улыбку. Женщина, похоже, ничего не сделала, но на самом деле она применила секретную технику, подстегивая присутствующих жрецов. Секретная техника была довольно осторожной, но, естественно, не могла ускользнуть от внимания Хань Ли, поскольку он культивировал технику великого развития. В противном случае было бы не так просто воодушевить этих низкоранговых жрецов. Зная, кто наши враги, нам намного легче. Все вы разделитесь на 4 группы и направьте наши войска к 4 городским воротам. Если вы столкнетесь со жрецами черных ракшасов, преподайте им урок. Любые дезертиры будут строго наказаны. Проинструктировала женщина с суровым выражением лица, вставая на ноги. Все змеиные существа с уважением поклонились и покинули зал. Таким образом, женщина, ее дочь, Хань Ли, и 4 других змеиных существа были единственными, кто остался во дворце. Все 4 этих змеиных существ были довольно старыми и обладали уровнями культивации на стадии формирования ядра, что делало их самыми могущественными существами в расе, не считая верховной жрицы. Хань Ли просто равнодушно взглянул на 4 змеиных существ и отвел взгляд. Женщина тяжело вздохнула и повернулась к Хань Ли, собираясь что-то сказать.
Однако именно в этот момент со всех сторон внезапно разразились сокрушительные удары, и земля снова зашумела. Они уже начинают атаковать город, на ее лице появилась кривая улыбка. Вы не собираетесь пойти туда и присоединиться к оборонительным усилиям? С любопытством спросил Хань Ли. В этом нет необходимости. Если я не ошибаюсь, высшие круги расы черных ракшасов сами меня найдут, ответила женщина, покачав головой. Вот как. Хань Ли был весьма удивлен, услышав это. Наша раса Нага всегда была заклятым врагом расы черных ракшасов, поэтому я знаю об их привычках и манерах. Даже несмотря на то, что мы активировали все наши ограничения, мы, скорее всего, не сможем остановить их, если среди них есть действительно могущественные существа. Они чрезвычайно искусны в секретных техниках сокрытия, и в битвах они предпочитают убивать самое могущественное существо среди своих врагов, а затем убивать остальных, объяснила женщина с наигранной улыбкой на лице. Понимаю. Хань Ли погладил подбородок с задумчивым выражением лица. Затем он усмехнулся и сказал то, что шокировало всех присутствующих. Значит, тот, кто там прячется, это не помощник, которого вы вызвали сюда заранее. Как насчет того, чтобы я пригласил их присоединиться к нам? Что? Они уже здесь. Воскликнула женщина. Как только ее голос затих, Хань Ли внезапно сделал хватательное движение к ближайшей деревянной колонне. Массивная полупрозрачная рука немедленно появилась из воздуха и яростно схватила за колонну. Однако, прежде чем рука сомкнулась вокруг столба, изнутри вырвалась полоска черного света и во вспышке появилась на расстоянии более 200 футов. Вспыхнул духовный свет, и появилось существо черного ракшаса. Женщина и все змеиные существа были ошеломлены этим и немедленно приготовились к битве. Женщина перевернула руку, достав короткий малиновый жезл, который, казалось, был сделан из камня. Другие 4 змеиных существа в белых одеждах также достали длинные серебряные клинки, которые мерцали и раскачивались, как скользящие серебряные змеи. Руки молодой женщины расплылись, и лук на ее спине появился в ее руках с костяной стрелой, уже заправленной и готовой к выстрелу. Существо черного ракшаса, которое только что было вынуждено проявить себя, смотрело с намеком на недоумение в ее глазах. Она бесстрастно повернулась к Хань Ли, полностью игнорируя всех остальных, и холодным голосом сказала: «Твоя аура неправильная, ты не из расы Нага». «Из какой ты расы? Ты смог увидеть сквозь мою технику сокрытия? Ты из расы белого глаза или расы тысячи иллюзий?» Это существо черного ракшаса явно находилось под ложным впечатлением, что Хань Ли был каким-то чужеземным существом с громового континента. Хань Ли улыбнулся, но не ответил. Вместо этого он бросил взгляд на темный угол дворца и указал пальцем в том направлении. Небольшой лазурный меч вырвался вперед, как молния, во вспышке поразив угол. Раздался глухой ляск, и из тени вырвалась полоска черного света и столкнулась с небольшим мечом. В то же время медленно появлялась темная фигура. Синий свет вспыхнул в глазах Хань Ли, и яркий лазурный свет вырвался из маленького меча. Затем он мгновенно уничтожил полоску черного света, с которой он сражался, и бросился к черной фигуре со скоростью, которая была более чем в 2 раза быстрее, чем раньше. Черная фигура была сильно напугана внезапным ускорением лазурного меча, но быстро отреагировала. Ее тело скрутилось, и она полетела по воздуху в виде черной нити. Через мгновение черная нить появилась на расстоянии более 100 футов, но, ко всеобщему удивлению, маленький меч также превратился в лазурную нить и пустился за ней в погоню. Черная нить остановилась всего на долю секунды, как лазурная нить почти оказалась на ней, и она снова была вынуждена бежать. Таким образом, лазурная нить и черная нить мелькали в воздухе одна за другой, появляясь в одно мгновение с одной стороны дворца, а затем внезапно появлялись в другом углу, прежде чем кто-либо мог их выследить. Нити двигались с такой невероятной скоростью, что все во дворце могли только смотреть на них с удивлением. Внезапно черная нить расплылась, превратившись в 8 одинаковых нитей, устремившихся в разные стороны. Хань Ли слегка нахмурился при виде этого, подняв руку, призвал небольшой меч обратно к себе и вернул его в рукав. На протяжении всего этого процесса лицо Хань Ли оставалось совершенно спокойным и собранным, словно он просто играл со своим противником. Черные нити в воздухе снова сошлись в воздухе, образуя единую нить, и во вспышке черного света появилось существо черной ракшасы с парой золотых глаз. Эта женщина сердито смотрела на Хань Ли с выражением ярости на лице. Женщина сразу же вздрогнула при виде золотых глаз черной ракшасы и воскликнула: «Золотые и серебряные глаза! Ты действительно монаршая черная ракшаса. Вы двое, должно быть, убили верховных жрецов 2 других рас. Похоже, ты провела исследование. Однако твои знания не спасут тебя. Я пришла, чтобы искоренить твою расу лично, так что твои дни сочтены», — резким голосом сказала златоглазая черная ракшаса. В этот момент первая появившаяся черная ракшаса внезапно исчезла,
оставив после образ, а затем снова появилась рядом со своей златоглазой спутницей. Хань Ли, прищурившись, осмотрел двух женщин и обнаружил, что их тело покрывает странный слой духовного света, который не позволяет ему определить их уровни культивации, несмотря на его невероятно мощное духовное чутье. Таким образом, у них наверняка было какое-то особое сокровище для сокрытия. Помня об этом, Хань Ли не стал их немедленно атаковать. Прежде чем кто-либо еще успел что-то сказать, Бай Джуэр внезапно подняла свой лук и выпустила остроконечную стрелу. Костяная стрела вылетела и, задрожав в полете, сразу же превратилась в бесчисленное множество одинаковых стрел, окутавших существа черной Ракшаса внизу. По ее мнению, битва была неизбежна, поэтому в словах не было нужды. Таким образом, проявление инициативы путем атаки первым было явно лучшим вариантом. Женщина сначала была довольно удивлена, увидев это, но затем она немедленно стиснула зубы и взмахнула коротким красным жезлом в воздухе. Тот сразу же вырвался из ее рук, превратившись в малинового огненного змея. 4 змеиных существа в белых одеждах переглянулись между собой и также рассекли воздух своими серебряными клинками, посылая серебряные сабли в сторону двух врагов. Таким образом, все существа огненной янской расы атаковали в унисон. Духовные огни разного цвета переплелись друг с другом, мгновенно затопив двух черных ракшасов. Однако две женщины остались совершенно невозмутимыми перед лицом таких яростных атак и просто подняли руку, выпустив 2 шара черного света. Затем шары черного света немедленно расширились, быстро вращаясь вокруг них двоих. Глава 1549. Восстанавливающийся зловещий духовный свет. В момент столкновения атак с черным светом раздался оглушительный грохот, угрожая мгновенно разорвать его на части. Однако прямо в этот момент из черного света вырвался золотой и серебряный свет, резко увеличившись в размерах, и разделился на 2 части. В центре мерцающего золотого и серебряного света появилось огромное пространство черного света. Все костяные стрелы, проекции серебряных сабель и огненный змей бесследно исчезли в черном свете. Разрушительная комбинированная атака исчезла, словно ее никогда и не существовало. Осталась лишь пара неподвижных фигур, окутанных черным светом, которые холодно смотрели на всех вокруг. Восстанавливающийся зловещий духовный свет. Воскликнула жрица, и ее сердце ушло в пятки при виде этого. Внезапно пара черных ракшасов взялась за руки, указывая своими свободными руками прямо на женщину и ее дочь. Черный свет разделился, и изнутри вырвались 2 тонкие нити, золотая и серебряная. «Уклоняйся», — поспешно предупредила женщина, повернувшись к Байчжуэр. В то же время белый свет вырвался из ее тела, и она полетела в виде полоски белого света назад в попытке уклониться. Сердце молодой женщины также содрогнулось от шока, и она тоже хотела уклониться, но с ее уровнем культивации было уже слишком поздно. Тонкая золотая нить появилась раньше, словно в результате мгновенной телепортации, и ей ничего не оставалось, кроме как выпустить в ответ еще одну костяную стрелу. В этом случае, вместо того, чтобы расколоться на бесчисленное множество стрел, костяная стрела превратилась в столб света толщиной с руку и поразила приближающуюся тонкую нить. Разница в размерах между ними была довольно значительной, но их столкновение было совершенно беззвучным. Сразу после этого столб света дрогнул и внезапно выстрелил в ответ. Этот поворот событий застал девушку врасплох, и у нее не было времени принять какие-либо защитные меры. Она вскрикнула от удивления и рефлекторно использовать свой лук в качестве щита. Она была той, кто выпустил эту стрелу, поэтому она, естественно, хорошо знала, насколько она мощна. Если бы она была поражена этой отраженной атакой, ее тело и душа мгновенно превратилось бы в ничто. Она уже слышала крик отчаяния своей матери. В следующее мгновение лук в ее руках был отброшен столпом света, и все ее тело немедленно охватило ощущение опаливания. Ее лицо стало смертельно бледным, и она невольно закрыла глаза, ожидая своей неизбежной гибели. В этот момент кто-то внезапно схватил ее за воротник, после чего она внезапно исчезла во вспышке лазурного света. Затем раздался потрясающий грохот, и молодая женщина открыла глаза с испуганным выражением лица и обнаружила, что сейчас находится на расстоянии более 100 футов от того места, где стояла всего минуту назад. Столб света прошел точно через то место, где она находилась, и врезался в стену. Он столкнулся с ограничением пятицветного света и был превращен в ничто. Однако тонкая нить за столпом света резко изменила направление и снова устремился к молодой женщине. Девушка тревожно закричала. Однако, прежде чем она успела что-либо сделать, ее снова потянули за воротник, и она снова очутилась в другом месте. Только тогда молодая женщина пришла в себя и поспешно повернула голову, увидев мужчину позади нее со спокойным выражением лица и небрежно положенной ей на спину рукой.
Этот человек был никем иным, как Хань Ли после того, как золотая нить вдалеке снова не попала в цель. Она внезапно развернулась и опять полетела к молодой женщине, словно отказывалась сдаваться, пока та не умрет. В другом месте дворца верховная жрица также отчаянно уклонялась от подобной серебряной нити. Однако, в конце концов, она была существом на стадии зарождающейся души и с 4 змеиными существами в белых одеждах, которые помогали ей удерживать серебряную нить в узде. Она была в состоянии едва обеспечить самосохранение на данный момент. Этот свет может отражать атаки. Как интересно! Пробормотал Хань Ли, взмахнув рукавом, выпустил полоску серого света перед Байчжуэр. Однако золотая нить просто дрогнула на долю секунды, погрузилась в эссенцию божественного света, беспрепятственно пробившись сквозь него. При виде этого Байчжуэр побледнела еще сильнее. Однако сразу после этого появился слой пятицветного пламени и окутал эту золотую нить. Как только быстрая тонкая нить попала в пятицветное пламя, она сразу же значительно замедлилась, как рыба, пойманная в сеть. На лице Хань Ли появилась легкая улыбка, но в следующее мгновение она исчезла с его лица. Это произошло потому, что тонкая нить внезапно пронзила пятицветное пламя, как это было с эссенцией божественного света, а затем продолжила свой путь к молодой женщине. После этого поразительного поворота событий сердце Байчжуэр дрогнуло, и она была в полном отчаянии. Однако то, что произошло дальше, снова потрясло ее. Тонкая нить качнулась и внезапно исчезла на месте. В следующее мгновение перед Хань Ли вспыхнули пространственные колебания, и золотая нить вылетела прямо к его лицу с поразительной скоростью. Удивление мелькнуло в глазах Хань Ли, но он не попытался уклониться и только открыл рот с холодным выражением на лице. Из его рта вырвался шар серебряного пламени, вырвался и врезался в золотую нить. Затем произошел удивительный поворот событий. Даже эссенция божественного света и 5 ледяных огней не смогли остановить эту золотую нить, но она была остановлена холодным серебряным пламенем, как если бы она столкнулась с проклятием своего существования и свернулась клубком в шар размером с яйцо, издавая шипящий звук. Затем серебряный огненный шар превратился в маленькую серебряную птицу, а золотой шар таял внутри его тела на глазах, превратился в ничто. Затем серебряный огненный ворон расправил свои крылья и издал торжествующий крик, а затем исчез, как призрак. В следующее мгновение серебряный свет вспыхнул перед серебряной нитью, которая преследовала верховную жрицу, и снова появился огненный ворон, который мгновенно сожрал надоедливую нить. С глухим ударом серебряный огненный ворон взорвался на месте, рассеялся пятнышками серебряного света. Только после этого Хань Ли повернулся к паре черных ракшасов с легкой улыбкой на лице. Предыдущая последовательность столкновений казалась довольно сложной, но на самом деле она длилась всего несколько мгновений. Все существа огненной янской расы вздохнули с облегчением, избежав этого опасного для жизни испытания. Только тогда они наконец поняли, каким образом было уничтожено высшее руководство 2 других рас. Верховные жрецы 2 других рас уступали по силе своей верховной жрицы даже до того, как она съела бессмертный плод. Однако даже после того, как она съела бессмертный плод, насильно улучшив свою базу культивации, у нее все еще не было возможности выдержать хотя бы одну атаку из этого восстанавливающегося зловещего духовного света. Таким образом, женщина пришла в восторге от того, что Хань Ли обладал способностью, которая могла противостоять этому свету. Было совершенно ясно, что никто из них не сможет противостоять этим 2 монаршим черным ракшасам, поэтому у них не было другого выбора, кроме как положиться на Хань Ли. Имея это в виду, женщина немедленно предупредила: «Будьте настороже, старший Хань. Этот восстанавливающийся зловещий духовный свет не только может отражать атаки, он может игнорировать большинство ограничений и способностей, и он чрезвычайно ядовит. Как только яд попадет на какую-то часть тела, он немедленно распространится по всему телу, и от него невозможно избавиться. Многие из могущественных существ нашей расы нагапали от этого проклятого света много лет назад». Женщина была очень обеспокоена тем, что на Хань Ли негативно повлияет восстанавливающийся зловещий духовный свет после того, как он был поглощен серебряным огненным вороном, вылетевшим из его тела. Яд — да. Услышав это, на лице Хань Ли появился намек на удивление. Однако, видя, как его серебряный ворон смог поглотить этот так называемый восстанавливающийся зловещий духовный свет, он, естественно, уже преобразовал яд в энергию, которую он мог использовать, поэтому не было никакого способа, чтобы он смог причинить ему вред. Конечно, Хань Ли не собирался раскрывать женщине способности своего огненного ворона. Вместо этого он просто кивнул, признавая тот факт, что слышал ее слова предостережения. На протяжении всего этого процесса его глаза не отрывались от 2 черных ракшасов. «Ты осмелился поглотить восстанавливающийся зловещий духовный свет?» Хань Ли не смог уловить выражение лиц 2 монарших черных ракшасов, поскольку они были окутаны черным светом, но изумление в их голосах было совершенно очевидным. «Хе-хе, эта ваша способность весьма интересна, просто жаль, что вы не отточили ее до приемлемой степени. Иначе даже мое пламя не смогло бы победить ее так легко».
Хорошо, похоже, что вас здесь только двое. Я разберусь с вами как можно скорее, чтобы я мог вернуться и отдохнуть, усмехнулся Ханли и зашагал прямо к двум черным ракшасам. Похоже, он двигался не очень быстро, но каждый его шаг проходил на расстоянии в несколько десятков футов, и вскоре он был на расстоянии чуть более 200 футов от двух монарших черных ракшасов. В то же время из тела Ханли вырвался яркий золотой свет, и на его коже появился слой золотой чешуи. Одновременно над его головой всплыл золотой нимб, а в центре нимба расположилась золотая проекция с 3 головами и 6 руками. 2 из 3 лиц проекции были довольно четкими, оба были идентичны внешности Ханли, а третье оставалось довольно размытым и нечетким. Не только существа огненной янской расы были поражены этой новой способностью, которую раскрыл Ханли, даже 2 существа черных ракшасов в черном свете были весьма ошарашены. Черный свет вокруг них сразу же начал гудеть, а затем затрясся и начал искривляться, в мгновение ока превратившись в гигантский черный клинок длиной 80 футов. Затем клинок с яростной силой метнулся к Ханли. Глава 1550. Павший. Гигантский клинок был абсолютно черным, с дугой золотого и серебряного света, мигающий в центре, создавая довольно загадочное зрелище. С грохотом над клинком появилась массивная золотая рука размером не меньше лезвия и подняла его вверх. Столкнувшись, и черный, и золотой свет сильно вспыхнули. Массивная золотая рука оставалась совершенно неподвижной, а гигантский клинок был вынужден колебаться в воздухе. Обе черных ракшасы были ошеломлены увиденным. Тем не менее, златоглазая черная ракшаса немедленно сделала печать заклинания руками, и ее тело мгновенно увеличилось в несколько раз от своего первоначального размера. В то же время золотой свет вспыхнул из ее хвоста, и появился массивный золотой крючковатый хвост, который метнулся к Ханли со скоростью молнии. Тем временем серебряноглазая черная ракшаса открыл рот, зловещий взгляд мелькнул в ее глазах, и она выпустила гортанное звериное рычание. Сразу после этого над ее головой появилась полоса белого тумана. В тумане вспыхнул серебряный свет, и из него возникла гигантская проекция многоножки с человеческим лицом. Серебряный свет вспыхнул снова, и проекция также направилась к Ханли в виде полоски серебряного света. Многоножка с человеческим лицом открыла свою огромную пасть прямо посреди полета, и изнутри вырвался огромный поток серебряного света. Перед лицом этой совместной атаки, развязанной 2 монаршими черными ракшасами, Ханли сохранял невозмутимость. Он просто взмахнул рукавом, и вперед вылетело несколько десятков маленьких лазурных летающих мечей. Затем эти мечи рассредоточились и полетели к гигантскому золотому крюку в виде лазурных проекций мечей. Золотой крюк зазвенел, и на его поверхности внезапно появилось бесчисленное множество рун, производя впечатление, будто он собирается использовать какую-то мощную способность. Однако в следующее мгновение вспыхнул лазурный свет, и лазурный меч Ци врезался в золотой крючок, после чего последний издал мучительный вопль и рухнул вниз, разрубленный на бесчисленные части. Златоглазая черная ракшаса была очень ошеломлена увиденным. В то же время Ханли поднял другую руку перед лицом многоножки с человеческим лицом и растопырил 5 пальцев своей угольно-черной руки. Затем перед Ханли мгновенно возник серый световой барьер, который заблокировал серебряный свет, выпущенный сороконожкой. После этого из центра его ладони вспыхнул серебряный свет, и внезапно появилась миниатюрная черная гора. Ханли взглянул на приближающуюся многоножку с человеческим лицом и небрежно перевернул руку. Затем произошла удивительная сцена. Миниатюрная гора мгновенно исчезла, и вслед за этим над многоножкой с человеческим лицом вспыхнули пространственные колебания, и во вспышке серого света появилась миниатюрная гора. В то же время миниатюрная черная гора резко выросла до более чем 100 футов и с разрушительной силой обрушилась на спину многоножки с человеческим лицом. Выражение мучительной боли появилось на человеческом лице проекции многоножки, и она пронзительно завизжала, а ее тело рухнуло с неба под огромным весом горы эссенции божественного света. Серебряноглазая черная ракшаса также была ошеломлена увиденным и поспешно сделала печать заклинания. Сделав это, на ее великолепном женском лице появилась серия серебряных линий, представляя довольно зловещее зрелище. Затем она открыла рот, выплюнув серебряную эссенцию крови, и как только эта эссенция крови появилась, она с глухим ударом превратилась в нить серебряных рун. Затем эти серебряные руны мгновенно исчезли в теле проекции многоножки. В результате многоножка с человеческим лицом, казалось, получила значительный прирост мощности. Ее тело вспыхнуло серебряным светом, и она начала извиваться под черной горой. Фактически, половина ее тела уже обвелась вокруг нижней половины горы, и она пыталась свалить гору одной лишь грубой силой. При виде этого на лице Ханли появилось своеобразное выражение, и он указал на гору издалека, произнося слово «тяжелее». Черная гора вздрогнула, выпустив вспышку земного серого света.
Ее форма, похоже, не изменилась, но его вес внезапно увеличился более чем в 10 раз. Многоножка с человеческим лицом едва смогла выдержать огромный вес горы мгновение назад, но это прекрасное равновесие было мгновенно нарушено, и та сразу же упала вниз, как падающая звезда. С оглушительным грохотом, от которого весь дворец сильно задрожал, маленькая черная гора прижала многоножку с человеческим лицом к земле. На земле мгновенно образовался кратер размером около 300 футов и глубиной более 10 футов, и черная гора прочно сидела в центре кратера. Многоножка с человеческим лицом под ней издала крик боли и растворилась в пятнышках серебряного света. Странные каменные блоки, которые Хань Ли соединил с горой эссенции божественного света, были сопоставимы по весу с гигантскими горами, поэтому гора определенно была слишком тяжелой, чтобы многоножка могла выдержать ее. В тот момент, когда защита сороконожки была разрушена, лицо серебряноглазой черной ракшасы побледнело, и она плюнула кровью. Однако в этот раз кровь была черно-красного цвета, а не серебристого, как раньше. Все это произошло всего за несколько мгновений. Златоглазая черная ракшаса все еще шаталась от того факта, что ее гигантский золотой крюк был с такой легкостью побежден летящими мечами Хань Ли, и она резко изменилась в лице, обнаружив, что ее спутница получила серьезные травмы. Таким образом, ее тело качнулось, и она сразу же появилась позади серебряноглазой черной ракшасы и положила ей руку на спину. Золотой и серебряный свет блеснул от тела серебряноглазой черной ракшасы, и ее цвет лица значительно улучшился. Хань Ли холодно хмыкнул при виде этого и указал пальцем на несколько десятков лазурных летающих мечей в воздухе. Все летающие мечи вздрогнули и устремились к двум его противникам молниеносной лазурной нитью. Увидев это, на лицах двух черных ракшас, наконец, отразились шок и ужас, и они обменялись взглядами, а затем внезапно подняли руки. В результате появились еще два шара черного света, а затем окутали их тело. В этот момент лазурные нити засветились в черном свете. На лице Хань Ли появилось холодное выражение, и он немедленно активировал свои навыки владения мечом. Все лазурные нити содрогнулись по его велению и превратились в лазурные летающие мечи, каждый из которых был около фута в длину. Однако все они сильно ослабли, словно превратившись в простые проекции. Это была не что иное, как способность нематериальной формы, которую совсем недавно получили его усовершенствованные летающие мечи. В своей новой нематериальной форме мечи могли беспрепятственно пробить черный свет на своем пути. Два существа черных ракшас явно были застигнуты врасплох этим невероятным событием и немедленно спаслись бегством с шоком и ужасом на лицах при виде приближающихся летающих мечей. Однако мечи были слишком быстрыми, чтобы они могли уклониться с такой близкой дистанции. Летящие мечи пронзили воздух, и один за другим раздались два крика боли от бесчисленных стрел, которые пронзили тело двух монарших черных ракшасов. Все существа огненной яньской расы пришли в восторг от этого. Однако в глазах Хань Ли внезапно вспыхнул синий свет, и его тело качнулось, приблизившись к останкам двух черных ракшасов, оставив за собой след остаточных изображений. Затем он одновременно протянул обе руки и со скоростью молнии схватил воздух поблизости. Слой серебряного пламени немедленно вырвался из каждой из его рук, и два световых шара, один золотой и один серебряный, были вытеснены из воздуха, а затем схвачены этим жестоким серебряным пламенем. Затем выяснилось, что шары света представляют собой золотую и серебряную многоножки. Две многоножки были всего в несколько дюймов в размере, но каждая из них была с лицом женщины, идентичным двум лица черных ракшас. Две многоножки были пойманы в ловушку серебряного пламени, непрерывно визжа с выражениями шока и ужаса на лицах. Золотой и серебряный свет, исходящий от их тел, был ничем иным, как восстанавливающимся зловещим духовным светом, но они не смогли бы сбежать, несмотря на любую другую способность. К несчастью для них, огненный ворон Хань Ли полностью доминировал над их способностью, тем самым отдавая их на милость хозяина. Хань Ли не собирался отпускать этих двоих. Он соединил свои пылающие руки и небрежно потер их друг от друга. Золотой и серебряный свет, исходящий от тел двух многоножек, быстро рассеялся, и сами многоножки были превращены в пепел его серебряным пламенем. Только тогда Хань Ли действительно убил двух монарших черных ракшасов. Однако он не особо об этом думал. Во время их столкновений он смог сделать вывод, что эти двое были в лучшем случае просто существами ранней стадии божественной трансформации божеств, и если бы не их восстанавливающийся зловещий духовный свет, он бы убил их в считанные секунды. Однако Хань Ли был довольно заинтригован тем фактом, что он не смог определить их уровни культивации своим духовным чутьем. Таким образом, его взгляд немедленно упал на останки двух черных ракшасов. Он сделал хватательное движение, и останки подлетели к нему. Глаза Хань Ли слегка сузились, и его зрачки вспыхнули синим светом, проводя тщательное изучение останков.
Внезапно его глаза загорелись, и он махнул рукой в сторону каждой из двух групп останков. Две части черной вуали появились из тел двух женщин, прежде чем приземлились в его руках. Хань Ли бросил быстрый взгляд на черные останки и немедленно перевернул руки, на которых они исчезли. В этот момент женщина подошла к Хань Ли со своей дочерью рядом и заговорила с радостным выражением на лице: «Спасибо за вашу помощь, старший Хань. Наша огненная яньская раса никогда не забудет вашу доброту». Что касается двух черных вуалей, которые только что надел Хань Ли, она ничего о них не упомянула и просто сделала вид, что даже не видела их. Только тогда она действительно поняла, что Хань Ли был намного сильнее, чем она думала. Таким образом, ее сердце было наполнено благодарностью, а также трепетом и почтением. Два черных ракшаса оказались Байчжуэр практически непобедимыми, но Хань Ли с легкостью убил их, так что ее сердце наполнилось изумлением и трепетом. Хотя она ничего не сказала, в ее глазах было явно более уважительное выражение, когда она посмотрела на Хань Ли. Остальные жрицы тоже собрались вокруг с уважительными улыбками на лицах. «Хе-хе, пустяки. Поскольку я уже решил помочь вам, я позабочусь и обо всех других черных ракшасах снаружи», усмехнулся Хань Ли. Все существа огненной яньской расы пришли в восторг от его слов и поспешно выразили свою благодарность.